Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, так как на канале уже много узоров. И для вашего удобства некоторые узорчики собраны, так скажем, в коллекции. Да? Для вашего удобства это может быть отдельно палантины, отдельно шали, простые узорчики, рельефные узорчики, объемные узорчики. Узорчиков очень много. Надеюсь, вам видео понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться, чтобы не потерять канал. Нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда выйдет новое видео на канале. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, девчата, огромный привет. Большущие слова благодарности, много городов, много стран. Сижу с переводчиком, перевожу, отвечаю. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Вы моя большая группа поддержки. Теплые слова, прекрасные идеи. Спасибо огромное. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Ниточки, кто уже давно на канале знает, да, их. Alize Angora Gold Simli. Но почему-то удивительно. На самом деле это нежно-нежно такой сиреневый цвет. Сиреневый, даже может фиолетовый, не сиреневый. Кому интересно, сейчас скажу номер. Посмотрите самостоятельно. Это 71, потому что на камеру совсем другой передается. 71 номер. Итак, новички, смотрите. Alize Angora Gold Simli. Что это за ниточки? 100 грамм 500 метров. Очень классный метраж. Дальше. Состав 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. Видите, как она переливается? Вот нравится мне такая ниточка. Так, и смотрите, я еще показываю. Тут для как бы наглядности показали, что эта ниточка будет очень классно смотреться в шалях, в палантинах. Да? Поэтому мы с вами сегодня свяжем один из узорчиков для палантина. Данную схему узорчика мне прислала Кристина, одна из подписчиц в инстаграме. Спасибо тебе большое. Схема, девчата, как бы я ни искала, да, она все-таки качество такого, ну, не сильно хорошего. Поэтому я, конечно, обязательно схему вам выставляю. Так, выставляю здесь видео, дублирую обязательно в инстаграме. Так, ну, если что, следите за руками, слушайте описание. Хорошо, если будет не очень сильно понятная схема. Ну, вот какая есть. Итак, новички, смотрите, хотела вам сразу же показать особенность данной ниточки. Ниточка очень классная, но когда будете вязать, так, сфокусируйся, видите, она так вот расходится, да? И нескольких стоит ниточек, и еще плюс металлик. То есть, вот, видите, металлик побежал. Я к чему? Что ниточка классная, но когда вы будете вязать, вяжите аккуратнее. Если вдруг вы что-то ошибетесь или там распускать придется, да? Распустить можно, но придется это делать дольше и труднее. Но распустить можно. Ну, естественно ж, не торопитесь, да? Итак, уточнить, какой нам здесь говорят производители брать крючок. От двоечки, видите, до четверочки. Я беру троечку. Так, я уже это крючком вязала, да, данную ниточку троечка. Сфокусируйся. Не хочет фокусироваться. Троечка. Вот. И если вы хотите, чтобы вязание было более плотненьким, берете крючок поменьше. Если хотите, чтобы оно было рыхленьким, воздушненьким, берете крючок побольше. Ну, понятно, да? А так берете, какой вам удобный крючок. Итак, раппорт узорчика состоит из 29 петелек. Но ниточка тоненькая, поэтому я вам покажу не один раппорт, а два, да? И поэтому мы с вами давайте наберем два раппорта. Это получается у нас с вами 58 петелек и одну кромочную, да? Чтобы у нас красивый узорчик лег. Итого аж 59 петель, да? Все время набираем по 30, но сегодня мы будем набирать 59 петель. Зато будет красота. Итак, петелька фиксации. Взяли, зацепили. Мы ее при наборе петелек не считаем. И теперь поехали 59 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Вот, есть. Вот такая вот красота. Итак, что делаем дальше? Дальше мы с вами сделаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. Вводим крючок, получается, в пятую петельку и провязываем столбик с накидом.
По схеме данного рядочка у нас нету, но я вам настоятельно рекомендую сделать столбики с накидами. Так, это для вашего удобства. Если вы уже начали вязать палантин, то есть у нас весь ряд будет столбиками с накидом, понятно? Накид, ввели крючок в петельку и провязали столбик накидом. Накид, ввели крючок в петельку в следующую. И вот так по порядку. Если я набрала 59 петелек, у меня, естественно, должно быть получиться 59 столбиков, понятно? Вот так вот вы набираете до конца. Для чего? Во-первых, если это будет у вас действительно уже палантин, да, то это получается наборный ряд будет. Если вы просто вяжете образец, то это просто вам облегчит, когда вы будете вязать сам образец, что вы не потеряетесь в воздушных петельках. Понятно? Все. Это я просто вам рекомендую в качестве как бы помощи лайфхака. Современное название лайфхак. Договорились? Все, давайте до конца ряда провязывайте самостоятельно. Несложно. Весь ряд столбиками с накидом. В конце ряда я вас встречаю. Так, ну что? Красота, аккуратно, неторопливо, медитативно. Угу. Итак, смотрите, вот мы провязали с вами вот такой вот вспомогательный ряд. Дальше что делаем? Приступаем непосредственно к узорчику, к схемке. Воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик, мы с вами провязываем столбик без накида. Есть. Далее, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 столбика в нижестоящем ряду пропускаем. 1, 2. И в третий столбик провязываем столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. А в столбиках в нижестоящем ряду пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый делаем накид и провязываем столбик с накидом. 1. Накид. Сюда же еще один столбик с накидом. 2. Воздушная петелька. И сюда же еще таких же 2 столбика с накидом. То есть мы сформировали так называемый веерочек. Угу, похож? Итак, дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Внизу, в нижестоящем ряду, пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый провязываем столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В нижестоящем ряду пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий столбик, столбик без накида. Есть. Дальше провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В столбиках пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый столбик провязываем опять такой же веерочек, состоящий из 2 столбиков с накидом. 1, 2. Воздушная петелька. И сюда же еще 2 таких же столбика с накидом. 1, 2. Понятно? То есть получается у нас такая вот маленькая арочка, веерочек. Маленькая арочка, веерочек. Понятно, да? А дальше смотрите. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем опять 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый провязываем столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. В третий провязываем еще один столбик без накида. 3 воздушные петельки. Опять пропускаем 2 столбика. И в третий еще раз провязываем столбик без накида. Угу. До этого у нас был по одному столбику. Да, получается так маленькая арочка. Маленькая арочка. А здесь у нас получилось 2 маленькие арочки. Понятно? Что делаем дальше? А дальше, получается, мы повторяем вот эту вот картину с нашими 2 веерочками. Давайте вместе с вами провяжу. 3 воздушные петельки. Пропускаем опять 4 столбика. В пятый столбик провязываем веерочек. Он состоит у нас из 2 столбиков с накидом. Воздушная петля. И сюда же 2 столбика с накидом. 1 и 2. Итак, веерочек готов. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В столбиках пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В пятый делаем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Пропускаем 2 столбика. В третий столбик без накида. 3 воздушные петли. Пропускаем, получается, опять 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в пятый делаем веерочек. 1, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петельки. И сюда же 1, 2 столбика с накидом. Вот, видите?
Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 4 столбика снизу пропускаем. Раз, два, три, 4. В пятый провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Опять пропускаем, видите, 2 петли. Раз, два. А тут у нас было, помните, 3 петельки подъема. Вот в третью петельку подъема провязываем наш столбик без накида. Вот, все. Вот оно так и есть. То есть мы, получается, от самого начала, да, от первой маленькой арочки, вот до двух вот этих вот арочек, так, вот до первой арочки из двух, это и есть раппорт. А начиная со второй арочки до конца, вот он второй раппорт. Все, мы с вами справились. Угу. Приступаем ко второму ряду. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. А теперь одна воздушная петелька узора. То есть по итогу у нас получается здесь 4 воздушные петельки. Далее, вот наша первая арочка, которую мы делали. Мы в нее ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот там, где наш веерочек, вот эта вот арочка, да, с одной воздушной петельки, ныряем в эту арочку и провязываем еще один такой же веерочек. Итак, раз столбик, два столбик с накидом, одна воздушная петля и сюда же опять раз столбик с накидом, два столбик с накидом. Понятно? То есть над веерочком мы сделали еще один веерочек. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот теперь у нас вот после вот этого нашего веерочка в нижнем ряду, да, вот такая вот была арочка из 3 воздушных петелек. Ныряем в эту арочку и провязываем столбик без накида. Есть. Дальше смотрите, в нижнем ряду, да, делали 3 петельки воздушные. Вот мы теперь будем работать вот в этой маленькой арочке. А именно провяжем сюда 6 столбиков с накидом. Итак, раз столбик с накидом в эту арочку, 2 столбик с накидом в эту арочку, 3 столбик с накидом, сюда же 4, сюда же 5 и сюда же 6. Вот у нас появился вот такой вот еще один веерочек. Дальше присоединяемся вот в эту арочку, самую первую, перед нашим веерочком предыдущего ряда, ныряем и провязываем столбик без накида. Понятно, да? То есть перед веерочком соединились и после веерочка соединились. Дальше 3 воздушные петельки. И там, где наш веерочек, вот этот вот, провязываем точно такой же веерочек. То есть 2 столбика с накидом. Раз, два. Воздушная петля. И сюда же еще 2 столбика с накидом. Раз, два. Угу. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И перескакиваем вот к нашему, видите, два у нас таких вот 2 арочки было, да, в центре. Так вот, за первую арочку цепляемся и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. И за вторую арочку цепляемся и провязываем столбик без накида. Угу. То есть у нас получается из 2 арочек стала 1, уменьшили. А дальше, получается, мы с вами должны повторить все то, что мы с вами провязали здесь. Но зеркально наоборот, да? Итак, смотрим. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Там, где веерочек, мы провязываем веерочек. Раз, два столбика с накидом, воздушная петелька и сюда же еще 2 таких же столбика с накидом. Раз, два. Угу. Все то же самое. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот перед маленькой вот этой арочкой, да, мы вот перед ней находится такая вот у нас арочка из 3 воздушных петель. В нее ныряем, делаем столбик без накида. А в саму непосредственно арочку провязываем 6 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Сформировали еще один веерочек. Угу. Так. Опять присоединяемся вот в эту арочку, которая перед веерочком. И делаем здесь столбик без накида. 3 воздушные петельки. И там, где веерочек, провязываем наш веерочек. Точно такой же. 2 столбика с накидом в арочку в маленькую. Воздушная петелька. И сюда же 2 столбика с накидом.
Угу. Понятно? То есть вы повторяете все то же самое. Итак, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И перешагиваем в нашу самую-самую маленькую арочку и провязываем здесь столбик без накида. Одна воздушная петелька и присоединяемся вот к нашему столбику без накида, который был в начале ряда, и провязываем вот так вот столбик с накидом, как бы выравниваем наш ряд. Понятно? Вот. Ничего сложного, начинает расти наш узорчик. Следующий ряд. Делаем одну воздушную петельку, поворот, и сюда же, в этот же столбик, ныряем и провязываем за верхушечку, да, провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки, раз, два, три, и сразу же перескакиваем к нашему веерочку, вяжем точно такой же веерочек, 2 столбика с накидом, раз, два, 1 воздушная петелька, и сюда же 2 столбика с накидом, раз и 2. То есть над веерочком вырос, получается, у нас уже 3 веерочка, да, друг на дружкой стоят. Дальше идем 3 воздушные петельки. И опять переключаемся в арочку, которая идет сразу же идет за веерочком предыдущего ряда. И провязываем столбик без накида. Понятно? Далее, вот эти наши 6 столбиков, которые мы провязывали, делали веерочек, мы будем их как бы расширять. Смотрите. В столбик провязали. Так, с накидом. И сделали одну воздушную петельку. В следующий столбик, во второй, опять столбик провязали с накидом, воздушная петелька. В третий столбик опять провязали, воздушная петелька. В четвертый столбик провязали, воздушная петелька. В пятый столбик провязали, воздушная петелька. И в шестой столбик провязали. Понятно? То есть у нас веерочек вот этот вот, да, был такой маленький, узенький, стал более широкий. Далее сразу же у нас идет такая вот арочка перед нашим веерочком. Мы ныряем в нее и провязываем столбик без накида. Угу. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И в веерочек провязываем веерочек. То есть в эту воздушную петельку в одну, 2 столбика с накидом, воздушная петля, и сюда же еще 2 столбика с накидом. То есть у нас получается, как здесь уже 3 веерочка выросло, так и здесь получается уже 3 веерочка выросло. Далее 3 воздушные петельки и присоединяемся к центральной арочке, которая у нас уже одна, помните, да, было 2, стала 1, теперь в центр этой арочки присоединяемся, столбик без накида. 3 воздушные петельки, смотрите, а дальше ваша задача повторить все то же самое. То есть вы, получается, переключаетесь к веерочку, угу, провязываете здесь веерочек, точно такой же, как и предыдущий у нас был. Сразу же после веерочка вот этого делайте столбик без накида. И там, где 6 у нас столбиков, провязывайте 6 столбиков, но между ними делайте одну воздушную петельку. Опять присоединяйте сразу же вот перед веерочком арочка, делайте столбик без накида. Веерочек самостоятельно, да? И опять, получается, заканчивайте тем, что делаете 3 воздушные петельки и присоединяйтесь к последнему столбику. Я думаю, вы справитесь. Задача какая? Вот то, что мы сейчас провязали здесь, вы должны просто перенести сюда. А вы сможете, я знаю. Давайте встретимся в конце ряда. Итак, я надеюсь, у вас получилось. Да? Повторили в точности то же самое, что мы провязали в первой части. Так, присоединились столбиком без накида. Далее продолжаем следующий ряд. Получается раз, два, три, четвертый. Делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три, поворот. И вот здесь, смотрите внимательно. Мы должны будем с вами сразу же после 3 петелек связать наш вот этот вот веерочек. Итак, делаем 2 столбика с накида в арочку предыдущего веерочка, воздушная петелька, и сюда же опять 2 столбика с накидом. Раз, два. Понятно? То есть у нас веерочки, видите, как бы идут к краешку вот так вот, наклоняются. Дальше что делаем? Мы делаем 3 петельки воздушные. Раз, два, три. И тут тоже будьте внимательны. Мы сразу же переключаемся. Вот у нас наш был веерочек большой. 6 столбиков, и между ними воздушная петелька. Вот в эту арочку сразу же мы переключаемся. И провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И в следующую арочку,
который из воздушной петельки состоит. Точно так же ныряем, столбик без накида. 3 воздушные петельки. В следующую арочку между столбиками ныряем, делаем столбик без накида. 3 воздушные петельки. В следующую арочку ныряем, делаем столбик без накида. И последние 3 воздушные петельки. И опять ныряем в арочку и провязываем столбик без накида. Понятно, да? То есть у нас, получается, было 6 столбиков. Теперь у нас стало, получается, 5 столбиков. И между ними вот такие вот 4 арочки из 3 воздушных петелек. Понятно, да? Дальше. Опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся в наш веерочек. Опять в арочку провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. 1 воздушная петля. И сюда же еще 2 столбика с накидом. Раз и 2. Так. А теперь смотрите. Вот здесь, получается, мы с вами закончили вот эти наши арочки. Поэтому мы делаем сразу же накид и перепрыгиваем к следующему веерочку. Понятно? Из этого веерочка сразу же в следующий. И провязываем веерочек. Раз, два столбика с накидом. 1 воздушная петелька. И опять сюда же 2 столбика с накидом. Вот, видите? Вот должна получиться вот такая картина. То есть с одного веерочка сразу во второй веерочек. Все. Вторую половину вы провязываете самостоятельно. То есть повторяете полностью правую сторону, так? То есть сделали 3 петельки воздушные и сразу же присоединяемся вот к этим широким, получается, веерочку, к широкому. Присоединяемся сразу же в арочку. Первую, во вторую, в третью, в четвертую, в пятую столбиками без накида. И между ними, получается, будет по 3 воздушные петельки. Все то же самое, как и здесь. Понятно? Все, давайте. И точно так же здесь сделайте сразу 3 воздушные петельки и сразу же веерочек. И сразу же столбик с накидом закрываете ряд. Все то же самое. Угу. Давайте, у вас получится. Так, я надеюсь, справились. Довязали, да, самостоятельно вторую половинку. Итак, присоединились сразу же после веерочка столбиком с накидом к последнему столбику без накида. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И опять же сразу же переключаемся к нашему веерочку. Без воздушных всяких петелек, да? Вот в центр нашего веерочка за арочку. И провязываем еще один веерочек. Раз, два столбика с накидом, воздушная петелька. И сюда же раз, два столбика с накидом. Так. Дальше опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И смотрите, опять перепрыгиваем сразу же вот к нашему этому широкому такому веерочку, а именно в такую вот первую маленькую арочку. Помните, да? Мы сделали 4 маленькие арочки. В первую ныряем и делаем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Ныряем во вторую арочку. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. Ныряем в третью арочку. Делаем столбик без накида. 3 воздушные петельки. И в четвертую арочку ныряем и провязываем столбик без накида. Теперь у нас с вами получилось 3 арочки, да? Раз, два, три. 3 маленькие арочки. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сразу же перепрыгиваем опять к веерочку. Провязываем точно такой же над ним веерочек в арочку. 2 столбика с накидом, воздушная петля. И сюда же опять 2 столбика с накидом. Но вот здесь внимательно. Если мы здесь сразу же перепрыгивали к следующему веерочку, да, то здесь мы сделаем 1 воздушную петельку. А потом опять перепрыгиваем сразу же к веерочку. Угу. И делаем над веерочком очередной веерочек. Раз, два столбика с накидом, воздушная петелька. И сюда же еще 2 столбика с накидом. Заканчивайте вы ряд точно так же. Зеркально, да? Делайте 3 воздушные петельки. И вот эти 4 арочки провязывайте, делайте 3 уже арочки. Опять 3 воздушные петельки, веерочек. И заканчивайте в последний столбик, провязывайте столбик с накидом. Понятно? Давайте, у вас получится. Все то же самое повторяем, что в первой части провязали. Вторую часть провязываем. Так, я надеюсь, у вас получилось. Все тоже так же повторить, как в первой части. Идем дальше. Здесь мы, смотрите внимательно, делаем 1 воздушную петельку, поворот. И сюда же, в этот же столбик, верхушку этого столбика, мы с вами провязываем столбик без накида. Так.
Дальше мы с вами будем делать 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И провязываем в наш веерочек тот же самый веерочек. То есть у нас веерочки так и будут идти. Веерочки, 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 веерочки. Воздушная петелька. И сюда же опять 2 столбика с накидом. Есть. Теперь делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И перемещаемся к нашим вот этим маленьким 3 арочкам. За первую цепляемся. Провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. За вторую цепляемся, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. И за третий цепляемся и провязываем столбик без накида. То есть получается у нас уже здесь 2 арочки, да? То есть начинали мы с 4, потом было 3, теперь уже 2. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Переключаемся сразу же на веерочек. Провязываем 2 столбика с накидом, воздушную петельку и сюда же 2 столбика с накидом. Раз, два. Так. А теперь внимательно смотрите. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот мы с вами делали одну воздушную петельку, помните, между 2 веерочками в предыдущем ряду. Ныряем и провязываем, получается, в эту воздушную петельку провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. И дальше провязываем наш веерочек, как мы провязывали в первой части. Раз, два столбика с накидом, воздушная петелька. И сюда же 2 столбика с накидом. Раз, два. Вот, смотрите, понятно? Вот такая вот красота у нас будет здесь. То здесь пойдет расширение немножко, да? То есть было сужение. Теперь будет у нас идти расширение. Все, дальше продолжаем точно так же. 3 воздушные петельки. Здесь делаем уже 2 арочки. 3 воздушные петельки. Здесь у нас будет веерочек. И дальше мы делаем 3 воздушные петельки, но вернее заканчиваем одним столбиком без накида. Понятно? Все, давайте повторяем все то же самое, что мы делали в первой части. Продолжаем во второй. Так, я думаю, вы справились, да? Столбик без накидов. Последний, получается, столбик с накидом сделали. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И смотрите, здесь получается мы должны по узорчику сделать одну воздушную петельку. По итогу у нас 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Теперь присоединяемся к вот этой вот первой нашей арочке, да, сразу же и делаем столбик без накида. 3 воздушные петельки. И вот наш веерочек. Провязываем веерочек. Раз, два. Столбика с накидом, воздушная петля. И сюда же раз, два. Столбики с накидом. Есть. Дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся к нашим вот этим вот 2 арочкам. И провязываем по одной арочке. Ну, одну арочку формируем. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. И сюда же следующий получается арочку, столбик без накида. Вот. Получается, видите? Как бы от широкого веерочка мы шли вверх и сделали всего лишь одну арочку. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Переключаемся на наш веерочек. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, воздушная петля. И сюда же раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Есть. А вот теперь смотрите, делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот там, где мы с вами провязывали, помните, 3 воздушные петельки, первые до столбика без накида, ныряем в эту арочку и провязываем столбик без накида. Есть. Сейчас, секундочку. Столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И ныряем в следующую арочку. Вот она. И провязываем такой же столбик без накида. Есть. Дальше 3 воздушные петельки. И все. И переключаемся на наш веерочек. Все, вторую половину вы провязываете точно так же, как мы провязывали первую. Там вы уже сами справитесь, да? Раз, два. 2 столбика с накидом. Понятно? Все, давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, закончили, до конца ряда провязали. Здесь я вам хочу показать, как мы будем здесь заканчивать. Получается, после нашего веерочка мы сделали 3 воздушные петельки, да, и вот она, наша как бы арочка, да, мы в нее ныряем и сделали столбик без накида.
Мгм. Воздушная петля. И затем вот здесь вот получается в наш столбик последний, вот он без накида, вот сюда вот, мы делаем столбик с накидом для выравнивания ряда. Если вы внимательно посмотрите, да, вот приглядитесь, посмотрите, то получается, мы с вами сделали точно такое же, получается, как и в нашем вот втором ряду. Посмотрите. Так, вот наборный ряд, так, и вот наш получается второй ряд, ну как бы по узорчику первый, схема, смотрите. То есть дальше, вот здесь вот мы с вами соединяем, так, получается наши веерочки. Вспоминайте, вот как здесь, видите? Вот у нас одна получается арочка, вот у нас здесь одна арочка, понятно? Вот. А здесь получается мы должны будем с вами делать сейчас набор из 6 столбиков с накидом, понятно? Вот. Если внимательно посмотрите, да, то есть раппорт будет уже повторяться с небольшим смещением. Угу. Итак, давайте немножко продолжим, покажу вам, да, как это будет происходить наше смещение. Итак, в этом ряду мы с вами делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три, поворот. И вот в эту арочку, которую мы с вами сделали в предыдущем ряду, вот в эту арочку, мы с вами провяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Секундочку. 3. То есть получается ровно половинка вот от этого набора. Помните, 6 у нас было столбиков. То есть пополам это 3. Вот. У нас здесь получается будет пол веерочка вот такого. Идем дальше. Сразу же присоединяемся к арочке перед нашим веерочком и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки и дальше веерочек, веерочек. То есть у нас веерочки так и будут идти. Просто они будут так волнисто гулять туда-сюда, туда-сюда. Воздушная петелька и сюда же 2 столбика с накидом. Так. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот эта наша арочка, которая одна, да, осталась. Мы в нее провязываем столбик без накида. Вот, видите? Вот он. Арочка одна, в нее столбик без накида. 3 воздушные петельки и наш веерочек. Сразу же раз, два, воздушная петля и сюда же раз и 2 столбика с накидом. Далее делаем с вами 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И получается вот в эту вот арочку, которая у нас идет сразу же за веерочком, вот в эту арочку, мы провязываем столбик без накида. А вот эта средняя, центральная, получается, арочка, в нее провязываем 6 столбиков с накидом. То есть полноценно. Раз, два, три, 4, 5, 6. Поняли, да? Вот они наши. Большой веерочек из 6 столбиков. Все, сразу же присоединяемся к арочке, которая идет перед веерочком следующим. И провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. И следующий опять идет веерочек. Понятно? То есть вот у вас получается переместилась. Вот наша будет такой вот ананасик. Да? Он будет, здесь будет пол ананасика. Здесь будет полный ананасик. Здесь будет опять с краешку пол ананасика. Понятно? Принцип понятен? Давайте сейчас по схемке смотрим схемку, смотрим на наш узорчик и вяжем точно такой же еще один ананасик. Вот так. Угу. Вот ананасик. И встретимся после того, как мы провяжем вот этот еще один ананасик, тут по половинке. Встретимся и посмотрим, что получается. Договорились? Давайте встречаемся с несколько рядочков. Так, смотрите, провязала несколько рядочков. Вот у меня ананасик закончился, да? Тут я говорила, что будет пол ананасика, ананасик, да? И дальше получается у нас опять закрываются наши вот здесь вот веерочки. И начинается уже следующий ананасик. Прикольно? Скажите, необычно, да? Итак, давайте померим. Смотрите, в силу того, что у нас вот так вот наши веерочки соединяются, расходятся, да? Вот так вот соединяются, расходятся. Естественно, наш узорчик автоматически по бокам будет точно так же повторять. По бокам вы, естественно, можете обвязать как? Вы можете обвязать столбиками, да, с накидом. То есть, например, будет у вас так уже одинаково. По краям вы можете придумать бахромочку, так.
скажете: Оля, как здесь заканчивать, как здесь завершать? Я уже на предыдущих узорчиках показывала. То есть там, где у нас столбики с накидом идут, да, вот такие вот большие веерочки, провязывайте столбиками без накида. Как только увидели такую вот впадинку, да, значит, провязывайте здесь столбик с накидом. Понятно? Здесь, получается, у вас веерочки соединятся. Опять вы будете провязывать столбиками без накида. Так только впадинка, столбик с накидом. И у вас из этого еще будет ровненький ряд. Понятно? Итак, давайте по самой широкой части померяем. Да, чисто гипотетически это будет, ну, вот 24 сантиметра. И по самой узенькой части это будет 20 сантиметров. То есть если вы берете точно такую же пряжу, точно такой же, получается, крючок, точно такая же плотность вязания. То есть вы приблизительно, да, если вы, например, будете вязать, например, в ширину там 60-80 сантиметров, да, то есть вот, пожалуйста, посмотрите, если вы возьмете 59 петелек, да, если по узкой части у вас будет, например, 60 сантиметров, то есть умножайте на 3, то есть 59 умножить на 3, да, но, естественно, если у вас будет кромочные здесь дополнительно, то есть вы приплюсуете, не забудьте, то есть это несложно вообще. То есть я же знаю, что будете задавать вопросы: Оля, сколько нужно взять пряжи на тот или иной палантин, а какой? Вы должны знать свою длину, 180, например, сантиметров, 200 сантиметров, ширину, сколько это у вас будет, 50, например, там 80 сантиметров. У всех же разные, да, то есть поэтому для этого мы и вяжем образец, высчитываем, сколько у нас потребовалось пряжи на данный образец и переносим непосредственно математические пропорции на тот образец, который мы хотим связать. Ничего сложного. Договорились? Итак, сам по себе узорчик несложный, да, у вас постоянно будет повторяться узорчики, постоянно. То есть сейчас вы, когда будете соединять непосредственно, да, вот эти вот веерочки, так, то есть вы, естественно, соединили и опять начали такую же картину, правильно? Все, у вас вот получается вот эти вот ваши, как они, ананасики будут просто в шахматном порядке располагаться, да, видите? Начало вот уже ваших ананасиков положено, вот точно такое же. То есть все то же самое будете вязать дальше. Я думаю, что несложно. Интересно, увлекательно. Он такой получается необъемный. Он такой без шишечек, без пузатиков. Вот так вот он тянется. Очень красивый. Ниточка, конечно, классная, но почему-то она передает вам на экран серый, а на самом деле темно-сиреневый. Угу, интересно. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Схему вы увидели. Распечатать для себя, там заскриншотьте, как вам будет удобно. Вяжите по схеме. Все понятно, все доступно. Естественно, выкладывайте свои готовые работы в Инстаграм, я вас буду показывать. Надеюсь, видео понравилось, оставляйте свои лайки, пишите комментарии. И, естественно же, подписывайтесь, кто еще этого не сделал, впереди много нового интересного. Нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда выйдет новое видео на моем канале. А также не забывайте делиться своими друзьями, подружками в соцсетях. Под видео есть стрелочка «Поделиться», нажимайте на нее, и вы можете поделиться там, где в каком, так скажем, соцсети, мессенджере вам удобно. Спасибо, что досмотрели видео до конца. До новых видео. Всем пока-пока.